Тема нынешней лекции — экзистенциализм, о смысле жизни. Итак, смысл жизни. При потере смысла жизни человек иногда начинает думать о возможности самоубийства. Каждый человек выбирает свой смысл жизни в соответствии со своими потребностями. Можно привести примеры смыслов жизни людей. Первый. Жить ради детей. Второе. Жить ради телесных наслаждений. Третий. Жить ради обогащения и ради денег. Четвертое. Жить ради вечного блаженства в раю, как верующий. Следующий. Жить ради освобождения человечества от эксплуатации, как Карл Маркс. Шестое. Жить ради приумножения научных истин. Вот это мне нравится больше всего. Седьмое. Жить ради приумножения личной славы в веках. И восьмое. Жить ради личной карьеры. Каждый человек выбирает смысл жизни из этого списка или придумывая что-то свое. Итак, следующий вопрос. Экзистенциализм. О смысле жизни. Итак, экзистенциализм. От английского слова exist — существовать. Существовать, exist. Так вот, экзистенциальная философия была разработана такими европейскими мыслителями и писателями, как Кьеркегор, Ясперс, Хайдеггер, Жан-Поль Сартр, Альберт Камю. Все они по типу личности были психологами, далекими от потребностей реальной жизни. Пик влияния экзистенциализма приходится на годы после окончания Второй мировой войны и продолжается до конца 60-х годов. Экзистенциализм в то время был самым влиятельным направлением философии среди учащейся молодежи и представителей гуманитарных профессий, среди литераторов, актеров, художников и так далее. После того, как Европу потрясла волна левых молодежных движений в 60-е годы, влияние экзистенциализма стало быстро падать. Сартр, например, непосредственно участвовал в молодежных демонстрациях и был для молодежи своеобразным живым знаменем. Министр внутренних дел просил у президента страны де Голля санкции на арест престарелого и больного бунтовщика, но получил достойный для де Голля ответ: Франция вольтеров не арестовывает. С точки зрения экзистенциализма каждый человек уникален, полностью внутренне свободен и независим. Его трудный удел быть всегда в пути к обретению своего смысла жизни в этом абсурдном и бессмысленном мире. Экзистенциализм отвергает зависимость человека от техники и экономики.
экзистенциализме выразился протест против приспособленчества обывателей, которые стали винтиками бюрократической машины. Подлинный смысл жизни открывается человеку в периоды глубочайших потрясений, перед лицом смерти, тяжелой болезни, неискупимой вины, когда перед ним открывается мир его глубоко интимного существования. Каждый человек несет ответственность за свои действия. Объяснить сложные философские идеи экзистенциализма можно на основе повестей и романов Альберта Камю. Этот философ родился во французской колонии в Алжире. Альберт Камю погиб во время автомобильной катастрофы. Названия самых знаменитых его произведений — это «Посторонний», «Миф о Сизифе», «Недоразумение», «Чума», «Бунтующий человек», «Падение». Его взгляды развивались в условиях, когда вера в Бога и в бессмертную душу утрачена, и выяснилось, что человека после смерти ожидает полное уничтожение. Таким образом, человек потерял смысл жизни. В повести «Посторонний» ее герой Мерсо является мелким служащим, который совершенно равнодушен к своей карьере, своей матери, своей жене. Но Мерсо искренне влюблен в природу, в море, воздух и солнце. Эта размеренная, однообразная жизнь однажды нарушилась. Мерсо из револьвера без всякой причины убивает араба на берегу моря. На суде Мерсо единодушно приговаривается к смертной казни, так как он совершенно не похож на обывателей, которые его судят. Мерсо равнодушно относится к приговору суда. Раз мы обречены на смерть, то и жизнь, и все остальное лишены смысла, ничего не значат. Жизнь не имеет смысла. Вот кредо, главная мысль Мерсо. Эта же мысль повторяется в трактате «Миф о Сизифе». Боги приговорили Сизифа к бесполезному труду. Судьба сегодняшнего рабочего напоминает судьбу Сизифа. Если человек должен умереть, то стоит ли жить? Вопрос о самоубийстве – это самый важный философский вопрос. Изо дня в день мы выполняем свои однообразные и скучные обязанности на работе и дома, как автоматы. Но однажды встает вопрос: зачем мне это нужно? После этого пробуждается сознание, что приводит либо к самоубийству, либо к выздоровлению. В пьесе «Недоразумение» действие происходит в гостинице, расположенной в горах. Дела ведутся в этой гостинице так, что хозяйка гостиницы и ее дочь убивают и грабят всех богатых постояльцев, которых угораздило остановиться в их гостинице. Однажды их жертвой оказался сын хозяйки, который не был дома много лет. Дочь хозяйки сумела убедить жену убитого, что если каждый человек обречен на смерть, то неважно, когда эта смерть наступит. В пьесе «Калигула» изображена судьба этого тирана. Калигула вначале был очень приличным человеком, но внезапно смерть его сестры и возлюбленной резко меняет его характер. Отчаяние открывает ему истину, что в мире нет правды, добра и зла. Поэтому он свободен делать все, что угодно, так как власть императора безгранична. Калигула начинает творить произвол, и дикие
и издевательства над людьми. После нескольких лет своего правления Калигула был убит заговорщиками. Перед смертью Калигула понимает, что он выбрал не тот путь, ибо нельзя быть свободным против других людей. В романе «Чума» место действия город Орана, где вспыхивает эпидемия чумы. Войска изолируют город от внешнего мира. Небольшая группа во главе с доктором Рио начинает борьбу с чумой. Священник местной церкви объявляет чуму карой Господней и призывает к смирению. Наконец эпидемия чумы начинает отступать, но когда-нибудь она снова возникнет. Вывод. Экзистенциализм поднял проблему смысла жизни и допустимости самоубийства при отсутствии этого смысла жизни. По моему мнению, смысл жизни состоит в том, чтобы добиться самореализации. По мнению героя из фильма «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», смысл жизни состоит в том, чтобы хорошо жить. Никакого высшего смысла у жизни нет и быть не может. Жизнь – это борьба по принципу «выживает сильнейший», и существует естественный отбор среди участников этой борьбы. Самоубийство – это капитуляция неудачника или слабого человека перед лицом естественных проблем и трудностей этой борьбы за существование. Капитуляция – это первый неправильный выход из жизненных проблем. Второй неправильный способ выйти из борьбы – это употребление наркотиков по принципу «умри с удовольствием». Поэтому и самоубийство, и наркотики – это плохо. Мое отношение к экзистенциализму является скептическим по той причине, что эта теория стала обоснованием для различных контркультур, наподобие хиппи, богемы и для экстремизма в политике. Движение хиппи заявило протест против обывательского образа жизни и поставило своей целью быть ближе к природе, то есть жить в шалаше в джунглях Индии на берегу океана, как дети цветов, ходить в обнаженном виде и с длинными волосами, употреблять наркотики и слушать психоделическую музыку. По моему мнению, движение хиппи – это движение неудачников, которые чаще всего по типу личности являются психологами, которые не могут найти место и профессию в рамках современной технической цивилизации. И эти психологи мечтают вернуться в первобытное общество. Но это невозможно в принципе. В политике они мечтают устроить бессмысленный бунт, как предлагал Камю. Сартр беспорядочно метался между разными политическими движениями, примыкал к антикоммунистическому движению, посетил СССР и объявил марксизм философией нашего времени. Затем он увлекся кубинским коммунизмом Фиделя Кастро и идеями Мао Цзэдуна. Затем он стал выступать против коммунизма, советского образца и еврокоммунизма. Поэтому французские коммунисты боялись устроить революцию и бунт во Франции. Он призвал устроить культурную революцию в Европе, по примеру Китая, сжечь картину «Мона Лиза» и профессоров университета.
Таким образом, он предлагал много глупостей и показал свою полную некомпетентность в политической области.